Привет! Несколько лет назад вышла одна интересная модель Casio G-Shock, которая довольно быстро стала очень популярной. Это серия 2100. Ее быстро прозвали Casio Oak. Наверное, по аналогии с этими вот часами. С тех пор эта модель вышла в разных исполнениях. И в таком, и в таком, и даже в таком. А также появилась уменьшенная так называемая женская модель и еще немного уменьшенная модель, но которая сохранила при этом уникальную восьмиугольную форму. Как и ожидалось, Casio недавно выпустили обновленную линейку этой серии. На этот раз часы получили солнечную панель TUF Solar, однако не получили модуль радиосинхронизации Multiband, однако они имеют Bluetooth. Возможно, так даже лучше, потому что сигнал радиосинхронизации принимается далеко не во всех регионах, а смартфон с Bluetooth есть, наверное, у каждого. Что еще изменилось в этих часах? Давайте смотреть. На первый взгляд это все те же самые Casio OG GA2100. Все та же самая восьмиугольная форма корпуса, все те же 3 стрелки. Кстати, секундной стрелки, к сожалению, нет ни в какой из моделей этих часов, видимо, это их особенность. А третья маленькая стрелка выполняет другую функцию. Если в GA2100 она показывала день недели, что удобно, то в GA-B2100 она указывает на текущий уровень заряда батареи или же на выбранный режим работы. Что, на мой взгляд, немного неудобно, потому что на цифровом экране можно выбрать отображение дня недели или же числа месяца, или же времени в электронном формате. Но нельзя отобразить сразу день недели, число и месяц. А в предыдущей модели так было можно. Также мы заметили, что отсчет секунд происходит уже в верхней части ЖК экрана, а в предыдущей модели секунды отсчитывались снизу. Снизу же теперь мы можем увидеть разные режимы. Как я уже сказал, это дни недели. Можно переключить на число месяц, можно переключить на время в электронном формате. Также мы можем увидеть, изменились некоторые индикаторы и надписи. Но самое главное изменение с технической точки зрения — это вот то, что мы читаем TUF Solar и Bluetooth. Теперь эти часы заряжаются от света, что очень удобно. Также они могут синхронизироваться со смартфоном по Bluetooth. Это очень удобно. В чем удобство Bluetooth? Я думаю, что смартфон есть в кармане у большинства зрителей. Таким образом вы можете синхронизировать точное время с вашими часами. И если бы мы были ограничены только Multiband 6, то есть часами с радиосинхронизацией, мы не в каждом регионе есть радиосинхронизация, не в каждом регионе этого радиосигнал можно поймать, поэтому синхронизировать точное время со смартфоном, наверное, даже удобней. В названии модели GA-B2100 B как раз отвечает за Bluetooth, за вот эту технологию. Было выпущено несколько цветов, а также вариантов с инвертированным ЖК-дисплеем и неинвертированным. Представленные модели черные и желтые имеют обычный неинвертированный ЖК-дисплей. А также, на мой взгляд, это две модели с наиболее заметными метками для часов и минут. И желтый из этих двоих обладает наиболее контрастными метками и стрелками. Вероятно, черная модель была сделана с целью быть более незаметной, что ли, камуфляжной, в то время как философия желтой модели часов противоположная, она кричащая, обращающая на себя взгляды. Мы можем сравнить две модели друг с другом рядом и увидим, насколько более контрастные и заметные метки и стрелки у желтой модели. Именно поэтому я выбрал именно желтую модель.
А еще мне нравится желтая маленькая стрелка с отображением режимов. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением в комментариях, какой цвет вам больше нравится. Черный, желтый или может быть какой-то другой. А также, какое ваше мнение насчет инвертированного дисплея. Мне идея инвертированного дисплея нравится тем, что черный цвет фона сливается с цветом циферблата, а неинвертированный ЖК-дисплей образует такой вырез, окошко заметный. С другой стороны, неинвертированный ЖК-дисплей имеет лучшую читаемость, на мой взгляд, чем инвертированный. Синхронизировать часы и получить точное время от телефона можно по Bluetooth зажатием этой кнопки старт на несколько секунд. Время будет установлено точное по Bluetooth от вашего телефона. Здесь же я демонстрирую режим энергосбережения, когда в темноте и ночью экран гаснет, но при свете и утром экран снова загорается. Давайте сейчас посмотрим, что у нас с подсветкой. Как мы видим, очень яркая подсветка, прям вот как фонарик. Давайте я вам... Видите, насколько освещается моя рука? То есть прям бьет фонариком. Чтобы установить приложение, вы можете зайти на сайт Casio, найти вашу модель. Снизу экрана увидите ссылку на App Store и Google Play Store. Пройдете и установите приложение. После выдачи необходимых разрешений вы можете добавить свою модель. Для этого вы можете вписать номер модуля. Номер модуля вы можете найти на задней крышке. Далее произойдет соединение. Вы можете следовать инструкции на экране телефона. В самом приложении вы можете менять все необходимые настройки. Из интересного вы можете создать напоминание, которое напомнит вам не забыть о каком-то действии. Вы можете выбрать периодичность повторения или однократное напоминание. На часах это выглядит следующим образом. Бегущая строка. Не супер презентабельно, но интересная функция. Еще одна интересная функция – это функция поиска телефона. Зажав кнопку «Старт», вы можете инициировать поиск телефона, и телефон, к которому есть установка Bluetooth соединения, начнет издавать звук. Чтобы остановить звук, разблокируйте телефон и нажмите ОК. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вас не затруднит, поставьте лайк этому видео. Я с вами прощаюсь и до новых встреч.